大家好，我们是 Skyboard， 我叫名字是安德利，他是Evgeny。今天我们要你看一下我们的新的摩托车。Я что, уснул? Какая-то фигня приснилась. Всем привет, с вами компания Skyboard, как всегда, Андрей и Евгений. Сегодня у нас нечто особенное, нечто горячее, огненное и абсолютно новое. Встречайте! Друзья, ни капли не стесняясь своих слов, я скажу, перед вами абсолютный эксклюзив. Казалось бы, подобные модели уже есть на рынке, но нет. И я вам об этом расскажу немножко попозже. А сейчас давайте оценим внешний вид этой новой модели BR60 Trike от компании Skyboard. Сразу же бросается в глаза кардинальное отличие от предыдущей модели BR40 Trike от компании Skyboard. Это большое красивое литье 12-дюймовое. Но это не единственное отличие. Давайте пойдем, как всегда, спереди назад. И по пути я вам расскажу обо всех новинках. Обещаю, вам понравится. Как всегда, мы нашли для вас красивое место. А я напоминаю, мы в Китае. Очередной жаркий августовский день. Здесь начинается самая жара. А с этим красавцем еще жарче. Ну, давайте посмотрим спереди. Большое колесо на алюминиевом литье. Двойная профессиональная мотоциклетная вилка, и посмотрите на наши светошумовые приборы. Начнем снизу вверх. Здесь у нас так называемые противотуманные фары. Включаем. Светят довольно ярко даже в жаркий солнечный день. Поворотные сигналы. Правый и левый. Также поворотник имеет функции аварийки. Вот здесь у нас кнопка. Включаем. Все, мы стоим на аварийках, и светлое, и в темное время суток нас видно прекрасно. Основная фара, он же головной свет, у нас двухрежимная. То есть первый режим — это ближний свет, и второй режим — это дальний свет. Давайте посмотрим, как он выглядит с полной включенной гирляндой. Впечатляет, не так ли? Мы не зря сказали, что это наши светошумовые приборы. Здесь у нас расположен клаксон, он же сигнал, он же бибикалка. Давайте послушаем. Ох, very громко. Кстати, знаете, что мне напомнил это звук сигнала? Слушайте. Давайте теперь поговорим о нашем руле и панели приборов. Здесь у нас управление всеми нашими системами. Это, как вы знаете, это наша газулька, тормоза. Кстати, тормоза дисковые, гидравлические, прозрачные бачки вам помогут наблюдать за тормозной жидкостью и контролировать ее уровень и состояние. Этот переключатель отвечает за включение противотуманных фар. Здесь у нас 3 скоростных режима, соответственно, первый самый медленный, второй средний и третий самый быстрый. И переключение переднего либо заднего хода. Вот эти буковки F и R нам говорят о том, куда мы направимся. Фирменный держатель для вашего мобильного телефона. Кстати, он с функцией подзарядки. Здесь у нас подзарядка от USB, а вот этим вот маленьким ползунком мы можем ее включить либо выключить. То есть, когда мы находимся в пути, мы спокойно переключаем этот ползунок, зарядка прекращается, когда ваш девайс полностью заряжен. Давайте посмотрим на наш спидометр, он же бортовой компьютер. Здесь мы видим несколько значений. Это наша скорость. Здесь у нас пробег и индикатор заряда батарейки. Кстати, пробег на одометре во время движения иногда меняется на заряд батарейки в вольтах. Опустимся немножко пониже и видим вот эту вот красную кнопочку с треугольничком. Как вы догадались, это кнопка аварийных сигналов. По левой стороне мы видим задний тормоз, кстати, справа был, соответственно, передний, переключатель фар, выключены, соответственно, ближний и дальний свет, наше управление поворотниками, очень удобно, палец легко достает, и звуковой сигнал.
Ну и конечно же, куда без зеркал заднего вида. Их можно настроить под удобный для вас угол при помощи вот этого болта, подкрутить, плюс здесь. В общем, безопасность здесь на высшем уровне. Мы обновили раму. Эта рама позволила нам установить некоторые дополнительные функции. О них мы расскажем буквально через минуту, может быть, две. И эта рама также крепче предыдущей, что влияет на вашу безопасность. Ну, собственно, что же мы сюда добавили? Расскажем о самой главной фишке. Пойдемте вот сюда. Откидываем вот эти вот язычки с одной и с другой стороны. Открываем панель. И что же у нас здесь? А здесь у нас место под дополнительную батарейку. Здесь у нас отверстие для слива влаги, либо конденсата. Если вы катались в дождь, в туман, либо по лужам, вся влага уйдет и не принесет никакого вреда для нашей дополнительной батареи. Почему я говорю дополнительные батареи? Ведь нужно говорить дополнительные батареи. И сейчас самая главная фишка. Смотрим сюда. Открываем наше батарея-хранилище, и здесь мы видим две батарейки. Получается что? Получается, там у нас место для третьей батарейки. Как тебе такое, Илон Маск? Но к этим батарейкам. Главное визуальное изменение вы можете заметить здесь. Здесь появились наклейки с надписью 72 вольта. Да, мы начали использовать батарейки на 72 вольта. Конечно, нам пришлось немножко уменьшить ампер-часы. Эти батарейки 18 ампер-часов, чтобы сохранить размеры и разместить 3 батарейки. Но для чего это нужно? Да, все просто. Здесь установлен новый мощный мотор, что позволяет развить этому байку скорость. А скорость вы увидите в испытании скорости немножко позже. Ну, раз мы заговорили о моторе, то вот, собственно, и он красавчик. 3000-ваттный мотор. Так же, как и на предыдущей модели, да, его мощность составляет 3000 ватт, но мы увеличили вольтаж всей системы. Сейчас здесь 72 вольта поступает, в отличие от предыдущих моделей, там было 60, что увеличивает его максимальную скорость. Для этого нам пришлось переделать очень много деталей, начиная от самого мотора, заканчивая батарейками, плюс наш бортовой компьютер, наш процессор, все они сейчас под 72 вольта, то есть так, как и должно быть, чтобы вся эта система работала целостно и никакие токи, либо никакое напряжение не побежало туда, куда не надо. Также здесь сзади у нас установлены гидравлические дисковые тормоза, такие же, как и спереди, что обеспечит вам хорошее торможение. Система, кстати, профессиональная, поэтому в тормозах мы уж точно никогда не сомневались. Еще одно нововведение – это амортизаторы. Они регулируемые, как и на предыдущих моделях, но эти амортики, они больше. Давайте посчитаем витки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. На один виток больше. На предыдущих моделях у нас было 11 витков. И вот эта вот емкость для воздуха, для закачки воздуха была на порядок, я скажу вам, меньше. Соответственно, у нас с вами больше пространства для маневра, для регулирования. Стойки регулируются при помощи вот такой вот затяжной гайки. И мы уже снимали видео о том, как их настроить, как их отрегулировать. Возможно, ссылочка появится где-нибудь у меня над головой, либо вы найдете ее в описании. Также здесь мы откручиваем колпачок, и у нас есть система ниппель, собственно, для закачки воздуха. Оп, пшикает. В отличие от модели с мотор-колесами, на данной модели установлен отдельный мотор, и работает он через редуктор. Здесь у нас система дифференциалов. Соответственно, когда одно колесо пробуксовывает, второе не крутится. Либо же, когда колесо идет одно по большему радиусу, а второе по меньшему, это уменьшает, во-первых, износ резины, во-вторых, соответственно, радиус разворота, что делает этот байк еще более комфортным. Ну и задняя световая система, это тормоз, это поворотники, также с системой аварийного мерцания, да, который управляется все той же кнопкой. Вот такая вот сетка для перевозки чего-либо, довольно-таки объемная. Сюда я спокойно размещал свой рюкзак, и пакет с продуктами влезет без проблем. Вот такой вот фирменный багажник от компании Skyboard. Это вообще моя любимая штука на всех байках. Очень приятно открывается, вот так. Оп. Здесь у нас всякие вкусняшки, чаечек, 4-амперное мощное зарядное устройство, зарядит ваш байк быстро и правильно. И веревка, не скажу для чего, скоро вы сами все увидите. Ну и по важным мелочам, здесь у нас сидушка, на ней можно спокойно разместиться вдвоем и ехать, куда глядят глаза.
Для удобства вашего пассажира есть вот такие вот подножки откидные, то есть мы их либо ставим, либо убираем, в зависимости от ваших задач. И давайте пройдемся по ключам. В наборе у нас будет несколько комплектов ключей, точнее каждый ключ продублирован. Вот это у нас ключ зажигания, здесь у нас 2 брелока сигнализации, сейчас расскажу вам о том, как они работают, но закончим с ключами. 2 ключа в панели под ногами, то есть один запасной, один основной. Ключ для открытия доступа к вот этим батарейкам, к основным, работает примерно вот так. И ключ для багажника. Соответственно, мы с вами собираем удобный и необходимый вам сет ключей, а запасные убираем в ящик на случай чего. Поговорим поподробнее о нашей охранной системе. Здесь есть несколько функций. Одна из них — это бесключевой доступ. Смотрите на эту молнию. Нажимаем, держим. Звуковой сигнал. 1, 2, 3. Наш байк включен, можно начинать движение. Чтобы также без ключа выключить его, нажимаем функцию разблокировки. Вот такой открытый замочек. Все, наш байк выключен. Следующая функция, такой колокольчик, это поиск байка. То есть мы где-то остановились на парковке торгового центра, потеряли наш байк. Нажимаем, он подает вот такой вот звуковой сигнал. Понятное дело, что у нас есть постановка на сигнализацию, снятие сигнализации. Давайте поставим и попробуем его угнать. Все, байк на сигнализации, нехорошие парни пришли, такие давай. Он начинает орать и сопротивляться. Катим дальше. Он начинает орать и сопротивляться. Отключаем сигнализацию при помощи вот такого вот открытого замочка. Думаю, все интуитивно понятно. Здесь на этом брелоке ничего сложного нет. Ну и в комплектации с этим байком, как всегда, у нас идет чехол от дождя и пыли, зарядное устройство, toolbox, это коробочка с инструментами, с запасными болтиками и даже с ключом, которым можно настраивать наши амортизаторы. Сервисная книжка, инструкция полностью на русском языке, цветная с картинками. То есть при получении этого байка вы получаете еще целый набор всяких интересных штучек. В принципе, мы рассказали вам о наших новых фишечках на этом замечательном байке от компании Skyboard BR60 Trike. Но наша самая любимая — это, конечно же, музыка. Здесь мы находим Bluetooth, соглашаемся на все. Звуковой сигнал сказал нам о том, что наша музыкальная система готова к использованию. Включаем какую-нибудь веселую песенку. И поехали! Так, ну немножко расскажу вам об ощущениях от покатушек. Сильно чувствуется наша измененная ходовая, сильно чувствуется в хорошем смысле. Байк стал немножко повыше за счет дополнительного витка пружины. Казалось бы, что такое один дополнительный виток пружины, но знаете, даже если машину увеличить на сантиметр-два, оно уже чувствуется. А для относительно небольшого подсбитого трехколесного транспорта ощущения колоссальные и в очень хорошем смысле. По гравию идет мягенько и плотненько, в принципе ничего нигде не громыхает. Это тоже огромный плюс. Сейчас едем сюда. Тормоза работают, остановился на таком вот сильном склоне. Потом попробуем на него заехать с другой стороны. Кто узнает это место? Все, остановимся. Легко трогается в горку. Также хочу отметить отличную динамику. Разгоняется просто как бешеный, но уже в тесте скорости мы замерим его скорость при помощи GPS. Ну, валит как надо. Сразу заметно, что он намного мощнее
того же BR40 Trike, хотя они по сути одноклассники, два трехколесника. Да и побыстрее чоппера тоже будет. Ну-ка, повиляем. Дорогу держит хорошо, на руль реагирует четко. Нужно найти какое-нибудь препятствие, чтобы на него заехать. Да вот хотя бы бордюр. Довольно-таки высокий. Довольно-таки высокий бордюр. Видно? Ух его. Ладно, лучше передом. Вау. Смотрите. Я перескочил через высокий бордюр. И обратите внимание на клиренс. Он спокойно здесь стоит. И ничего ему не сделается. Поэтому можно смело сказать, что этот байк неплох для оффроуд. Давайте зайдем в такой вот поворотик. В поворот тоже входит очень хорошо. И сейчас посмотрим, как у него с радиусом разворота. Вот дорога обычная двухполосная. Дороги хватило с достатком. Давайте еще немножко проедем по гравию, ускоримся и поедем на скоростной тест. Вот мы уже на бездорожье. Конечно, чувствуется, что сзади балка, даже по сравнению с теми же моделями, у которых сзади независимая подвеска, могу сказать, что его колбасит. То есть, когда правое колесо поднимается, левое, соответственно, опускается и происходит своеобразный прыжок. Но на модели же с независимой подвеской этого не чувствуется. Но у этого байка свои плюсы по сравнению с моделью с независимой подвеской. Даже устойчивость на прямой дороге, то есть баланс держать не нужно абсолютно никакой, он сам себе спокойно едет. Ну, я думаю, чтобы расставить все точки над «и», нужно поехать на скоростной тест. Погнали! И вот уже мы на полигоне для испытания скорости нашей новой модели ситикока от компании Skyboard BR60. Посмотрим, что он может, ведь, как мы и обещали, это модель с увеличенной мощностью. Ладно, не будем тянуть время, садимся, смотрим, что у нас тут. Батарейка полная, наш спидометр, GPS-спидометр настроен, часы включены, я не знаю, зарегистрируют ли они максимальную скорость, но вот этот парень, я сразу скажу, ни о чем по сравнению с нами. Поедем. Ну, все, параметры по нулям, погнали. Ух ты ж, ускорение очень резвое. И скорость уже 33, 39, 41, 43. Побит рекорд прошлой модели. Да ладно, 49 км в час. Была зафиксирована максимальная скорость, но дорога закончилась. Вот это неожиданно. Не, я понимал, что он мощный, но что настолько. Ладно, сейчас поедем в другую, более длинную сторону. И заодно посмотрим на динамику и убедимся, что здесь нет никаких пригорок или других читерских обстоятельств. Погнали. Слушайте, ну, если бы здесь была спинка, он бы прям сжимал бы в спинку. 46. 50. Да, мама, дорога плохая. 50, 52, 53. Он разгоняется. 54, 55, 56. Ни черта себе. 56 км в час. Так, надо найти дорогу лучше и длиннее. Я думаю, вот это подойдет прекрасно. Чтобы уже наверняка. Так, нашел вроде максимально длинный участок. Сейчас все эти тарантасы проедут тихоходные. Вот типа вот этого, вон того. И попробуем сделать это еще раз. Пока что максимальную скорость мы достигли. Ох, ничего себе, он буксует. 56 км в час. Попробуем.
55, уже не набирает. Может, еще один выдавим. 56. Да, 56 км в час – это максимальная скорость данного байка. Вот это да. Так, давайте остановимся, переведем дух и сделаем выводы. Так, 56 км в час, 3000 ватт, но с обновленным, как мы уже сказали, контроллером, батарейкой и мотором мы смогли достигнуть 56 км в час. Вот посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот здесь видно наша максимально достигнутая скорость. Надеюсь, видно? Видно. Честно скажу, мне даже это показалось многовато, потому что, представляете, трехколесная модель, да, еще и на жестком мосту сзади. Естественно, если какая-то неровность, если одним колесом налететь на какую-то неровность, то это категорически небезопасно, поэтому мы вам так делать не рекомендуем. Безопасность прежде всего, но испытание он выполнен. Вот и подошел к концу наш обзор и ходовые испытания новой модели от компании Skyboard. Это Citicoka BR60 Trike. 3000 ватт, но усиленный вольтаж всей системы делает этот байк мощнее, быстрее. И мы вам это доказали тестом скорости. Скорость показал максимально он 56 км в час, что на 14 км в час больше предыдущей модели, а именно BR40 Trike. Усиленная ходовка и рама делают езду на этом байке намного комфортнее и интереснее. Мы взяли сегодня модель в черном цвете, но всю линейку цветов вы можете посмотреть на нашем сайте skyboard.store. Данная модель позволяет установить не одну, не две, а целых 3 батарейки емкостью 18 ампер-часов каждая, что увеличивает ваш пробег примерно на 50 километров по сравнению с предыдущей моделью. Что ж, если вы посмотрели на сайте и приглядели одну из этих моделей, то, пожалуйста, вот вам список городов присутствия. Ищите магазин в вашем городе, записывайтесь на тест-драйв, приходите, щупайте, и грамотный персонал поможет вам выбрать именно вашу модель Citicoka от компании Skyboard. Ежели магазина в вашем городе нет, то у нас работает онлайн-система, оставляйте заявочку, получаете доставку, все просто, быстро и надежно. Ну а с вами, как всегда, были Андрей и Евгений. Всем хорошего настроения, пока!